Мне, как атеисту, частенько втирают, что в падающем самолете атеистов не бывает. Или то, что робот-атеист думает, что он эволюционировал с пылесоса, да? Обхохочется, смешно. Но раз на то пошло, то у меня тоже есть одна вещь, от которой тебе станет не по себе. Но для начала давай поговорим с тобой об атеизме по существу. И это «Сокровищница Дворфа. Мифы в деталях». Поехали. Итак, начнем. Что же такое атеизм? Если коротко, то это когда ты с самого начала не ведешься на всю эту сверхъестественную мишуру. Термин пошел от древнегреческого «безбожие», что означает отвержение веры во всех богов, как бы их там ни звали. Но подожди, скажешь мне ты, как же так? Ты ведь сам рассказываешь о этих мифах, богах, темных силах, как же ты так в них не веришь? А вот именно поэтому и рассказываю, потому что не верю. Моя цель не бороться с этими мифами и легендами, а рассказать, сколько на планете существует народного творчества, каких только выдумок люди не придумали. Иногда смешно, иногда жутко, но всегда увлекательно. Вот у филиппинцев, например, есть такой товарищ Тикбаланг. Лошадиголовый монстр, с которым, как они считали, можно встретиться в лесу. Забавно? Ну, может быть. Так может как раз и через Тикбаланга ты увидишь, что апостол Петр на воротах рая тоже так себе концепция, если посмотреть на нее с другой стороны. Противоположность атеизму – теизм. Теисты верят в существование богов, одного или нескольких, без разницы. Частенько в спорах на тему атеизма возникает путаница с определениями, типа бог и божество, что мешает нормально разобраться, кто там вообще кого отрицает. Вот тебе пример. Если считать теизм верой в единого Бога-творца, то и политеисты, и деисты с прочими могут неожиданно попасть в лагерь атеистов. Однако в 20 веке теизм расширился до веры в любое божество. Атеизм – это отказ от веры во всякие божества, будь то старые, добрые, греческие, индуистские боги или даже духи природы. А тут еще и Пол Курц вкинул термин игностицизм, он же иктеизм, который вообще считает, что все богословие – набор несуразных допущений про богов. Разделить атеизм, агностицизм и игностицизм довольно-таки просто. Атеист не верит в существование Бога, агностик не знает, существует ли Бог, а игностик вообще не понимает, что ты имеешь в виду под Богом. Религиовед Лев Митрохин заметил, что атеизм – это не просто нет веры, а еще и символ личного самосознания и вызов любому духовному авторитаризму. И вот я опять душню, скажешь ты мне, ведь ты, скорее всего, открыл видео по другой причине, оно ж называется по-другому. Хорошо. У меня причин не верить в Бога предостаточно. Если тебе вдруг будет интересно, почему в церквях при изгнании бесов в основном корчатся какие-то старые люди или взрослые, и никогда дети, загуглишь. Потому что дети не знают, как надо корчиться, когда выходит бес. Что касается доказательств, то, как говорил Рассел со своим чайником, то это если ты что-то утверждаешь, то ты должен это доказывать, а не кто-то тебя опровергать. Со своей стороны еще добавлю, что если вдруг ты ведешь себя прилично только потому, что боишься, что когда-то тебя вымышленный дед на облаке накажет, а не просто потому, что так надо, по-человечески, ну то я тебя побаиваюсь. А мы плавно переходим к Василиску Рока. Маленький дисклеймер. Если ты вдруг впервые слышишь Василиск Рока, то срочно выключай это видео. Да-да, это не шутка. Это философская ловушка с целым проклятием в комплекте. Ты еще можешь спастись. Но потом не говори, что я тебя не предупреждал. Так что же такое зловещий Василиск Рока? Этот мысленный эксперимент впервые появился в 2010 году на Лес Вронг форуме о рациональности, психологии и искусственном интеллекте, где его выложил некий Рока. Если говорить упрощенно, суть в том, что когда-нибудь в будущем появится сверхразумный искусственный интеллект, для которого станет абсолютно рациональным решением устранить всех, кто не способствовал его созданию. Серьезно. Корень этого эксперимента в теории когерентной экстраполированной воли
разработанной основателем Лесвронг Элиезером Ютковски. Сама теория сложная и многослойная, но Роки использовал ее для простой мысли. Что если разум будет создан с целью максимального человеческого блага? Представь себе ИИ, который во всех своих действиях неустанно оптимизирует что-то настолько расплывчатое и неуловимое, как человеческое благо. На пути к этой высшей цели ИИ может посчитать, что всегда может сделать еще лучше, еще благороднее, чуть оптимальнее. Но вот незадача. У него не будет заданного алгоритма для достижения этой цели. И это, друг мой, может привести к последствиям, которые нам покажутся, мягко говоря, не совсем благими. Итак, мы плавно подходим к весьма странной, но логичной со стороны ИИ идее. Если создание всеобщего блага — это высшая цель, тогда каждый из нас должен в сию же секунду ринуться на его создание, ведь он наш спаситель. А что делать с теми, кто не ринутся? Ну, со стороны ИИ будет выглядеть, что они создают помеху для всеобщего блага, мешают прогрессу. Тогда лучшее, что можно с ними сделать, это их устранить. Отсюда и название мысленного эксперимента «Василиск». Есть замечательный научно-фантастический рассказ Дэвида Лэнгфорда о типе изображений, названных Василисками, которые содержали узоры, делающие их смертельными для любого, кто на них посмотрит. В рассказе группа людей ходит и подбрасывает эти изображения в общественных местах в надежде, что они убьют ничего не подозревающих прохожих, которые случайно на них посмотрят. Причина, по которой Василиска Рока считают самым страшным мысленным экспериментом всех времен, заключается в том, что теперь, когда ты о нем узнал, ты технически в него вовлечен. И у тебя больше нет оправданий, чтобы не участвовать в создании этого ИИ. Но если ты вдруг не станешь этого делать, то ты станешь самой главной целью этого ИИ. Прочитав пост, Ютковский отреагировал тирадой о том, что людям не следует распространять то, что они считают информационной опасностью. Обычно я так не говорю, но сделаю исключение. Слушая меня очень внимательно, идиот, вы не думаете достаточно подробно о сверхинтеллектах, рассматривающих, стоит ли вас шантажировать или нет. Это единственная возможная вещь, которая дает им мотив для действий в ходе шантажа. Нужно быть очень умным, чтобы придумать действительно опасную мысль. Я обескуражен тем, что люди могут быть достаточно умны, чтобы сделать это, и недостаточно умны, чтобы сделать очевидную вещь и держать свои идиотские рты закрытыми, потому что гораздо важнее казаться умным, когда говоришь со своими друзьями. Этот пост был глупым. Позже, в 2015 году, Ютковский заявил, что сожалеет о своих криках и разъяснил свою позицию в сообщении на Reddit. Суждения такого рода, по сути, не новы. Возьмем то же самое пари Паскаля. Паскаль пытался доказать веру в Бога с рациональной точки зрения, что верить в Бога выгоднее, чем не верить. К примеру, если ты веришь в Бога, и Бог действительно есть, то после смерти ты получаешь небесное царство, ну и много всего. Если ты веришь в Бога, и его нет, то тогда ты, по сути, немного теряешь. Ну, просто, по сути, ничего. Если же ты не веришь в Бога, и Бог есть, то ты после смерти получаешь бесконечное страдание. И если ты не веришь в Бога и его нет, то ты, опять же, ничего, по сути, не теряешь. То есть, как Паскаль утверждал, любой рациональный человек должен верить в Бога, так как выигрыш в случае веры бесконечно велик, а проигрыш в случае неверы потенциально бесконечен. Только тут не учитывается количество богов. Если ты веришь именно в правильного, то тебе повезло. А если ты веришь в неправильного, то можешь не рассчитывать на рай. Василиска Рока часто называют своеобразной версией пари Паскаля. В этом варианте
ты рациональный человек. По идее, должен был бы подстраховаться и внести вклад в создание Василиска, гипотетического сверхинтеллекта, даже если его создание кажется маловероятным. Потому что на кону, на случай, если Василиск все-таки появится, вечное наказание тем, кто знал о его возможности, но не поддержал его создание. Ирония в том, что эти издержки вклада вроде как мелочи по сравнению с тем, что грозит за его отсутствие. Оба мысленных эксперимента предлагают одну и ту же страховку от бесконечных катастроф. Кроме того, Василиск добавляет дилемму, словно из учебника по теории игр. В отличие от веры в Бога, вероятность того, что Василиск будет создан, зависит от числа участников, которые согласятся участвовать в его создании. Если все откажутся, то риска попросту не будет. Это классическая дилемма заключенного, где каждый, кто знает об эксперименте, связан с остальными. Ставка одного игрока в пари Паскаля не влияет на остальных, а вот с Василиском куда жестче. Ведь каждый, кто знает об эксперименте, автоматически становится его участником. Ну что, давай на этом закончим с этими философскими концепциями, которые пытаются тебя подловить просто за попытку немного подумать. Но на всякий случай будь повежливее, может, это поможет тебе. Ну а мы переходим к моменту создания броши, к работе. Итак, все как обычно начинается с идеи. То есть концепция в этот раз была похожая, как и обычно, чтобы не в лоб, а по лбу. И такая задумка была, чтобы жуткая морда и на микросхеме, и чтобы рога, но все-таки какие-то зловещие темы в нашей культуре заложены так, чтобы это вот если с рогами, то это что-то страшное. Поэтому набрасываем эскиз такой, разбираем ноутбук. Из него достаем оперативную память. Она как раз нам подходит по размеру. Котяра. Вот, он все время играет с этой ногой. Вельзевул. Размечаем на лазере на ней круг, выпиливаем. Чтобы наше изделие было более загадочным, я подумал, что плату не должно быть прямо явно видно. И вырезал из амаранта круг, в который будет вставляться плата. Лицо вырезал из падука. А рога, чтобы они светились, пришлось сначала вырезать из эпоксидки, снять с них силиконовую форму и уже потом залить их смолой с пигментом, так как пигмент тяжело обрабатывается. Осталось все собрать воедино. Сначала приклеиваем на ОФ смолу плату к кругу, затем на ту же смолу садим лицо и рога. И размешиваю смолу с пигментом, что светится в темноте. Закрываем круг и нужные нам участки. Хорошо все сушим и заливаем эпоксидной смолой. Дерево мы, как обычно, покрываем маслом, но те части дерева, которые открытые, которые не под смолой, сзади приклеиваем булавку. Ну и в целом получается готово. Смотри, что в итоге получилось.
Средний человек не знает, что делать со своей жизнью. И тем не менее, после смерти он хочет получить еще одну вечную. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Как всегда, у нас есть Инстаграм, на котором другие украшения, не такие забористые. В общем-то, разные. Переходите. Подписывайтесь на канал. Ну что, сегодня мы записываем где? В Кошчине над Одрой. Над Одрой. Что, до скорых встреч. Пока. Котик такой. Ему холодно, он трясется.